Здравствуй, Вишутха, внутреннее настроение. Ну и дальше соответствующие способности по данному уровню развития. Программы, как и по предыдущим центрам, да, вот внутреннее настроение, они не в лоб такие, что я категорически прочее, они не прямые. Да, предположим, первый блок вопросов по служению обществу – это пустые слова. Теоретически я за. Толку только никакого, ни чувств, ни дел. Одни пустые слова. У кого действительно есть стремление, желание, тот ищет возможности. Да? Кто не хочет, тот ищет оправдание. Если человек вот и не действует, у него логика искать оправдание. Оправдание всегда будет миллион, миллиард. Такой человек не интересен. Он никому не нужен. Что дальше? Кроме обид есть там масса всех претензий, разочарований, чего угодно, неудач, не имеет значения. Любые оправдания бездействия – это оправдание. Да, это человек по пути света, вот в данном случае служение, основные развития служения, и как ты идешь по жизни. Да? Твое состояние, твои слова, твои поступки. Да? Что ты делаешь? Да? Если у человека нет служения по пути света, если он идет то частью, какой-то частью. Ну, теоретически, да, неплохо было бы. По факту, один из основных показателей твои действия. Да? Держишь ли ты свет, несешь ли ты свет в общении и в делах. Да? Поэтому по служению нежелание блага, да, есть такое выражение. Люди не благодарят за то, что что-то получают, что-то имеют. Но они очень обижаются, когда не получают то, что хотят. Мало, не додали. То, чем пользуются, оно так и должно быть. Неважно, кто там строил дома, дороги, там что-то создавал. Человек просто пользуется, так оно и должно быть, но это что-то сделал. Да, там, ты получаешь энергию, тебе дают высшие силы, да, тебя создали, да, душу тебе дали. Это что-то сделал. Благодарности за то, что человек имеет, у него, как правило, нет. Что нужно по отношению к обществу? Ну, цени, что есть. Да, ты заслужил то общество, которое соответствует там, твоим грехам и твоим победам. Да, не хорошее, не плохое, и такое, разное. Да, наша страна нормальная, разная, ситуации бывают разные. Но ты учись быть благодарным. И желать, если есть проблемы в обществе, так желай, чтобы они закончились. Хорошо. Дальше да, основные проявления служения, творчество, управление, влияние, да, или там ораторское искусство, активность такая. В данном случае проблемы выглядят каким образом? Напрямую, да, но вот чтобы, ну, основных проблем две, да. Или человек говорит одно, но его мотивы не другие. Это использовать вот в себе свою пользу, да, с точки зрения эгоизма. В любых взаимодействиях как бы обобрать побольше. Не интересует, что там люди, что они чувствуют. Как бы по большому счету обобрать, все остальное это инструмент, чтобы людей использовать. Слова все там, действия. Да, вот, эгоизм. В основе личный интерес. Дальше творчество. Да, задача то зажигать сердца, утверждать все лучшее. Чтобы это не делать, люди говорят, ну, нас же не поймут, кому это нужно-то, зачем. И ищут тысячу причин, почему не нужно самому раскрывать таланты, да, подключаться к свету, раскрывать богатство своей души. Почему не нужно передавать это людям? Почему не нужно продвигать светлые идеи в творчестве, предположим. А сойдет то, что есть. Лидерство, да, или управление. Там, править, управлять. Ну, тоже обесценивание, в данном случае, обесценить лидерство. То есть, непонятно. Или многие люди, вот они не стремятся делать карьеру. Они не понимают, что это, если ты позитивен, да, ты честен, тебе нужно вверх. Ты принесешь больше пользы. Да, зачем мне карьера? Ваш выбор, тоже определяйтесь. То ли вы хотите подниматься вверх и влиять на процессы, то ли сжаться по углам, говорить, ну что ж там наверху, как бы неправы. Все равно путь развития, да, ты поднимаешься по ступеням развития вверх. Если поднимаешься, если ты растешь, значит, ты переходишь, да, от подчинения шаг за шагом все более высоким уровнем управления. Ты учишься организовывать процессы, увеличивать свои возможности. Если ты эту задачу не решаешь, ты не растешь. Если ты следуешь своей судьбе, следуешь закону, тебе будут помогать. Возможные способности, которые по Вишудхе идут, там, работа в тонком мире, да, во многом, да, или прежде всего, опять же, во благо, да, служения высшим силам. Да, вот, что делают многие люди? Да, знают, что есть способности, но вроде если сказать, что нет, и я в них сомневаюсь, их можно не использовать. Да, большинство людей, они не хотят
видеть способности, не хотят использовать способности. Придумывают самые разные заморочки, как бы не общаться с тонким миром, чтобы не знать о себе правду, чтобы ничего не вносить, да, в свою жизнь нового, классного. Хорошо, дальше. Претензии к высшему. Кто заслуживает призов самых разных, и покровительства богов, то есть избыток энергии, счастья, чувств, да и классное окружение, там, достойную жизнь, достойное дело. Кто заслуживает? Кто благодарен Богу и сражается за Бога, за свет. Следующая программа – предвзятость, то есть, это закон Вишудхи, справедливость. Большинство людей, они несправедливы, они считают все в свою сторону. Как бы побольше отхапать и сказать, что так правильно. Да, подлость, несправедливость. Пожалуйста, что должно быть? Должна быть справедливость, торжество закона. То если ты живешь по закону, да, тебя боги любят, тебе можно доверять. Да, если тебе нельзя доверять, ответственная работа не для тебя. Что дальше? Собственно, вишудха, эфир, да, когда вишудха в порядке, работает, легкость, радость. Это нормальное состояние, когда вишудха работает. Когда работает? Когда ты ценишь радость, и ты к ней стремишься. У меня должна душа пылать, это мой выбор, и я ее защищаю, радость в душе. Причем здесь проблема вовне к состоянию, в котором ты живешь. Вообще не имеет никакого отношения. Если ты сильный, не имеет никакого отношения. Если ты слабый, ты найдешь миллиард проблем, чтобы быть расстроенным. Это твой выбор. Хорошо, дальше. Неподчинение высшим силам. Кто-то там чувствует себя свободной личностью, что хочу, то и ворочу. Как хочу трактовать законы, так и трактую. Как хочу нарушать, так и нарушаю. Хочу идти по судьбе, иду по судьбе. Не хочу идти по судьбе, не иду по судьбе. Можно подумать, кому-то от этого стало лучше. Что человек нарушает духовные законы. Понятие духовности он ищет. Что от меня хотят высшие силы? И он сравнивает свою жизнь, свои решения, свои цели, там, все остальное, что он делает. Что думают высшие силы? Что они от меня хотят? Да, чтобы сформировать картинку о тонком мире, нужно подумать. Да, чтобы принять волю высших сил, но это ж не просто я хочу, это ж нужно еще быть способным понять, своим сознанием охватить. Да, чтобы подчинить свою жизнь высшим силам, человек должен подняться. Он понимает, о чем говорят. Он понимает, почему это правильно. Он к этому стремится. Что такое? Высшие силы тебе говорят, как тебе жить. Да, они знают твои достоинства, недостатки. Они знают, как там устроено все в тонком мире, что у тебя получится, что у тебя не получится. Что такое судьба? Это лучшее из возможных с точки зрения специалиста. Человек дилетант. В вопросах судьбы человек дилетант. Он свою жизнь надолго планировать не может. Что там за пределами жизни? Вообще темный лес для подавляющего большинства. Поэтому, если человек ставит цель, да, боги желают мне блага. Если я буду понимать, что они от меня хотят, это будет судьба лучшая из возможных. Покровительство, энергия, чувства, все остальное прочее. Я к этому иду. Это должна быть цель.